Присоединяйтесь, заходите на наш сайт udcm.ru, следите за новыми мероприятиями, маршрутами, направлениями в наших соцсетях, либо заходите в центр познакомиться и пообщаться. Есть такая замечательная компания ПЭК. Выдала мне мотоцикл с золотыми колесами, вот такой вот новый, красивый, грязный, некрасивый, а мой чистый и красивый не отдают. Ну что, приближаемся к океану. Мы находимся на территории заказника федерального значения Малой Курилы. Чего только не сделаешь ради хорошего снимка. Даже в болото залезешь. Прекрасные цветы. Вот такие на Сахалине дороги. Решили немножко срезать, по короткому пути пойти. Ну, как всегда, вот такая вот красота. Болото покрыто ряской. Здесь уже после японцев никто не ездил точно. Ну, по-моему, мы попробуем. Дороги Шикотана непростые. Тут так просто не проскочишь. Вот шла дорога и пришла вот такой сказочный лес. Остров Кунашир. Наверное, один из самых красивейших островов Курильской гряды. И вот мы на мотоциклах с ребятами из мотоклуба или просто мотоциклистами катаем по этому шикарному пляжу. Так, паром, пробежали, каюта. Ну вот это так, карта, чтобы представлять, да? Хабаровск, порт Ванина на мотоцикле, паромом до Хомска. Ну и дальше уже маршрут был на Курильские острова. Давай, так. О, хорошо. Ну вот такой Сахалин, да? И Курильская гряда тоже больше, чем на 1000 километров от Камчатки до Японии. Это Южно-Сахалинск, сам город. Сам город тоже очень интересный. Еще я уже сказал, что красивый, строится много вот всяких таких мест для рекреационных, для отдыха. Цветы, дороги хорошие. Дороги на Сахалине действительно хорошие сейчас, где они есть. Они, конечно, есть не везде. Основные это асфальтовые дороги. А если ехать к достопримечательностям, там, конечно, дороги немножко другого плана. Я вам покажу. Это вот японская железная дорога, которая ведет, вот этот чертов мост, о котором я говорил. То есть вот тоннель, въезжаем туда, в горе он с поворот на 270 градусов и выезд отсюда. То есть высота где-то порядка 40 метров. Вот. Ну, такое интересное сооружение. Это дороги Сахалина, не основные, будем так говорить. Так, маяк Анива. Ну, еще очень красивый маяк, конечно, вот на любую открытку. Вот. Проблема в том, что он же стоит на этой скале, постоянные ветра, соль, то есть он разъедает все. Металл сжирает буквально несколько лет, и все, вот перила там отвалились, все, что из металла, это все разъедается мгновенно. Вот представляете, во что превращается. Вот. Ну, тюлени прямо на этом маяке. Вот. Еще одна достопримечательность Сахалина — мыс Птичий. Очень интересное место. Вот такие арки огромные, которые уходят в Охотское море. Еще одна достопримечательность — грязевой вулкан.
ну это как не вулкан, такое поле, бурлящее грязью. Ну, сейчас когда мы были, она не бурлила, вот эта грязь засохшая, такое бескрайняя. Ну, такая достопримечательность достаточно, не знаю. Сейчас, крабы. Ну, знаете, в Охотском море водится очень много живности. Одна из них это камчатский краб. Вот это южная часть Сахалина, все достопримечательности здесь. То есть здесь вот маяк Анива вот на этой части находится. Вот этот мыс Великан. Ну, то есть вот по этой части можно путешествовать, смотреть. Она населена. Север Сахалина, он более безлюдный. Там один поселок Аха, до которого ехать 800 километров. Дорога гравийная, не очень хорошая. Ну, там особо-то нечего и смотреть. Вот. Ну, следующий мой путь. Уже я совершал его в одиночестве. Ребята, мои друзья, остались на Сахалине. И через 3 дня они поехали на материк на этом же пароме. Вот. А я продолжу свое путешествие на острова Курильской гряды. Первый остров был Кунашир. Это большой остров, вот он. В длину он порядка 100 километров. Ну, это для Курилов это достаточно много. Ну, в ширину где-то 20-30 километров. На южной конечности этого острова, с южной конечности видна Япония. Вот прям стоишь и горы. Там порядка 20 километров всего лишь. Сахалина нет, Японию не видно. Там больше 40 километров пролив. Вот этот, ну, знаменитый пролив Лаперуза, наверное. То есть, я кидаю камешки. Вот. Кунашир. Очень интересный остров. Остров 4 вулканов действующих. Ну, как бы они сейчас не то, что сейчас действуют, а вообще были времена, когда они не так давно извергались. И один из них, вулкан Голунина, в него можно заехать прямо вот туда ведет дорога, в само жерло. Называется кальдера. Это вулкан 39 тысяч лет назад было извержение, он взорвался, и вот это жерло вулкана разворотило. То есть и получилось огромное такое жерло, в котором сейчас находятся 2 озера. Называется озеро Кипящее и озеро Горячее. Озеро Кипящее не очень большое, но действительно оно кипящее. То есть вода в нем в некоторых местах бурлит. Где-то доходит до 80 градусов. То есть я попробовал, там чуть не обжегся. И запах серы стоит такой, прям вот, если кто-то на вулканах был, даже не представляете. Вот. Ну, ландшафт очень интересный, он необычный, разными цветами, горы вот эти. Вот видно, что вот это бурлит, как кипит. Да, это кусочек серы держу. Да. Абсолютно. Вот. Ну, такое, грязь, сера, бурлит все, ну, красиво. Это одно из таких интересных достопримечательностей. Еще одна достопримечательность на Кунашире, мыс Столбчатый, тоже уникальное место. И чем оно интересно, то есть тоже когда-то там тысячелетия назад было извержение, и вот лава выходила вот такими, как из мясорубки. Ну, такая версия ученых. И получились такие столбы. Они 6-гранной, 5-гранной формы, не знаю, как макароны прям, и застыли. И образовались вот такие вот скалы. Это достаточно высокая скала, ну, как орган, она так называется, орган. У них там у каждой скалы свое название. Очень интересное место. Вот я нашел буквально в первый же день местных ребят, мотоциклистов. Они, там тоже есть мотоциклисты, не то что клуб, а ребята покупают легкие мотоциклы, остров 100 километров, можно куда-то съездить, ну так, передвигаться. Там городов, поселок-то один, это Южно-Курильская, как бы столица, небольшой поселок. Ну и
асфальта там всего лишь километров 30 пока проложили, остальное все бездорожье. Интересные ребята показали мне вот эти места, самые такие красивые на Кунашире. И одно из них это отлив, вот, это берег, скала, и он тянется на 20 километров. Вот прям скала идет 20 километров вдоль берега. И во время прилива вода доходит до скалы, то есть там не пройдешь, не проедешь. Во время отлива можно идти по песку. Ну вот я на своем шел больше сотни километров. Ну, песок твердый, вода трамбует его. Это мы нашли, да, нашли холодильник. Океан выбрасывает на берег много всего. Там идешь, когда едешь по отливу, ну, сети рыбацкие, там, поплавки различные, там, буи, чего только нету, да. И вот удивительно, ну, мы нашли холодильник. Реально холодильник. И мы открыли, здесь просто нет фотографий, там видео. Мы открыли, и там лежало такое в пластиковой банке оливковое масло. Да, оно там лежало, действительно. А? Ну, мы открыли так, ну, понятно, не стали так, ну... А мод что, стоит просто в песке зарытый или что? Да, это я его специально зарыл, так, ну, чтобы да, стоял. Ну, это, в принципе, ничего сложного. Да. Вот такие ландшафты. Значит, 4 вулкана есть на острове. Самый большой из них вулкан Тятя. Высота у него около 2 километров. 1860, по-моему, так, метров. Ну, он такой огромный. Он чем интересен, ну, говорят, что один из 2 вулканов в мире правильной формы. Фудзияма, ну, знаете, да, вот Фудзияма, то есть вот такой вот конусообразный. И вот этот Тятя. Он виден издалека, с соседних островов, там над ним всегда какие-то облачка задевает. Вот, это самый большой вулкан. Мы с ребятами туда поехали. Ну как с ребятами, с одним товарищем. У меня там тоже интересное приключение получилось. То есть, когда мы объездили все достопримечательности Кунашира, там нашел я от кита позвоночник, кусок позвоночника. У меня сейчас дома притащил с собой. Вот. Ну, это все валяется, там рыбы какие-то выброшены на берег и прочее. И Николай, мой новый друг, кунаширский эндурист, самый там крутой у них. Вот, он ездил на легком мотоцикле на Хускварне. И я ему говорю, поехали на Тятю, туда можно доехать, на вулкан? Он говорит, слушай, туда можно доехать, но очень сложно. Там нужно идти по отливу, там каменистое, ты просто на своем, говорит, ты угробишь и не дойдешь. Ну, а потом на вулкан подниматься, там грязь и очень высоко, ну, в общем, там труба. Я говорю, да давай попробуем. Ну, короче, он меня отговаривал всячески, а потом говорит, слушай, ну я у своего друга Вадима, давай попросим у него легкий мотоцикл. Вот на предыдущем фото мы были втроем, и в этот день, последний день, крайний день моего посещения Кунашира, он заступил на дежурство. Вот, и я ему позвонил, говорю, Вадим, ну можешь мне дать свой мотик? Ну, я с Николаем доеду на Тятю. До него-то достаточно далеко ехать, там порядка 70 километров, из них больше 40 по отливу, а потом уже на гору. Вот, по каким-нибудь джунглям, по бамбуковым. Ну, в общем, интересная дорога. Он мне дал, ребята вот такие все, кстати, вот на островах, просто вот люди, ну, чем дальше от Москвы, от цивилизации, тем люди проще, открытие, да. И он даже без всяких вопросов, Андрей, бери, конечно, езжай там, что, ну, спасибо. Взял его мотоцикл, а он его купил неделю назад, только вот неделю, и он только выехал сам где-то, я тут 5 километров проехал вокруг дома, ну, но он не новый, бэушный. И, они покупают с материка через Владивосток, там контейнерами привозят. Взяли. А это как на Хускварне туда попал вообще? Это его мотоцикл, да, он там живет. Да. Там, пожалуй, получается, Хускварне. Проще-то на японцев. Ну, да, Слушай, я не знаю, ну так вот, да. Ну, японцы, наверное, ну да, Кавасаки, ну, не знаю, вот так вот. Соответственно, поехали с ним вдвоем на эту Тятю. Там фишка в чем еще? Вот этот участок большой, порядка 40 километров, нужно было пройти во время отлива. Отлив там по-разному, там целое расписание. Он не то, что там, знаете, там с 12 до 6. Нет, есть специальное расписание, местные его знают, когда отлив, когда прилив.
это влияет на хозяйственную деятельность, и судоходство и все остальное. И нам нужно было успеть во время отлива пройти вот это расстояние до вулкана и обратно. То есть у нас в запасе было там часов 8 вот, времени. Мы немножко подзадержались, уже меньше стало времени, но ничего. Сначала шли очень хорошо вот по этому берегу, вот видите, тут скалы, горы, и вот по отливу прям как бы вода ушла. Спасибо большое. Каменистый берег, красиво, все классно, там, водопады, все здорово, идем, там, кайфуем. Прошли вот этот участок, повернули к центру острова, уже вулкан там виднеется недалеко. И тут случается такая штука, что мотоцикл короче, не заводится, не то что не заводится, вообще двигатель не проворачивается. То есть я попытался, что непонятно. Никто его не топил, ничего не случалось вроде бы. И мотоцикл умер. Все. Он не работает, двигатель не проворачивается ни кикстартером, ничем. Пытались реанимировать его, разобрать, вы свечу выкрутили, все равно ничего не помогает. Потом уже оказалось, что в генераторе открутился центральный там, болт, который, и он заклинил внутри, размолотил статор, обмотку, и кто знал, не я в этом виноват, конечно, но у меня такое, конечно, состояние было очень такое неудобно, потому что человек, он купил мотоцикл, и вот тебе все. Ну, еще вторая проблема, как отсюда выбраться. Связи нет, ничего нет. С этого бог знает откуда. И начинается прилив. И я смотрю, Николай начал нервничать. Он прям вот реально нервничает. Андрюха, надо что-то делать туда-сюда. Прям, сейчас мы тут застрянем на ночь. Там на Кунашире водятся медведи. Очень много. Как на Камчатке. То есть, я говорю, у нас ничего нету, и оставаться где-то здесь и холодно, и вообще труба дела, и медведи. И надо валить как-то. Я говорю, как валить? Мотоцикл не бросишь, нашли веревку. Там из снасти этих валяется много. Зацепили и потащили. Конечно, вот по этим камням тащить на прицепе, на веревке, это такое мероприятие. Хорошо, что у него 500-ка была, мощный мотоцикл достаточно. Мотает камни туда-сюда, это все, весь промок. Пошел уже прилив, и успели. Все-таки успели мы пройти. Так. Дальше. Следующее. Кунашир. Мост? Мотоцикл? У меня? Слушай, какой-то японский, сейчас скажу, по-моему, Кавасаки. Да. Какой-то, да, он там 250-ка, слабенький, да. Бог с ним. Жалко, да. Да. Вот. Так, дальше. Следующий у нас. Вот он, Кунашир. Следующий остров Шикотан. Курильские острова включают в себя две гряды. Одна большая гряда, длинная, и малая. Шикотан. И вот здесь вот острова Хабамая, те, которые японцы и претендуют на эти острова. Они считают это своей территорией. Вот. С Сахалина на Кунашир пришел на пароме. Паром уже другой, новый паром. Там доходит сейчас два парома. Один Игорь Форкудинов, другой Адмирал Невельской. Только в этом году его запустили. Новенькие, классные паромы, каюты прекрасные, шикарные. То есть уже там не доширака, а покушать нормально можно. То есть, в принципе, то же самое. С Сахалина до Кунашира паром шел сутки. Вот, в принципе, достаточно комфортно я себя чувствовал. Единственное, что в этот паром нельзя заехать. Нужно было мотоцикл забить в обрешетку. Благо на Сахалине такую услугу оказывали, транспортная компания. Как вот когда мы транспортный отправляем, обрешетка колотим, и поднимает портовый кран и засовывает его в трюм вместе с контейнерами. То есть он стоит в трюме. Трюм потом закрывается. Автомобили ставятся сверху на палубу. Переводится, там крепят как-то.
Вот. И самое интересное, водители подписывают такую бумагу, что в случае шторма, если их смоет автомобили, они ни претензий не имеют. Вот такая, да, вот такая штука. Вот. От Кунашира до Шекотана всего лишь там 80 километров, паром идет 4 часа. Средняя скорость парома, ну, вот этого сахалинского ржавого, там где-то 14 километров в час, в километрах. А вот эти новые ходят где-то 24-25 километров в час. Ну, достаточно так быстро. Что еще? Еще одну интересную вещь я расскажу, что, видите, расстояние до Японии, я говорил, тут порядка 20 километров. В августе месяце проходил, может, кто-то читал, помнит в интернете, один чудак приехал из Урала, из Пермской области, на Кунашир, ну, как турист, да? Потом, значит, доехал до южной части и вплавь поплыл в Японию. Вот, его уже, наши его как-то прозевали, японцы его выловили, да, и, ну, как бы, к ему, соответственно, претензии. Ты нарушил государственную границу, говорит, ты прибыл, там, не имея ни визы, ничего, там, переплыл, как? Он говорит, я ничего не нарушал. Подожди, Кунашир остров японский? Он у них спрашивает. Да. Ну, я из Японии, приехал в Японию, что? Да, такой там продуманный чувак. Поэтому интересно. Ну, 20 километров можно проплыть в костюме в этом неопреновом. Дальше. Остров Шекотан. Ну, вот паром Игорь Фархутдинов. Здесь, видите, заезда нет. То есть сюда загружается в трюмы. Все. А в итоге-то что, он остался в Японии? Что? Остался в Японии? Он в итоге... Слушай, дальнейшая судьба его неизвестна. Там, да, потом я читал, что ему потом спросили, а как ты попал на японский остров Кунашир? Значит, ты пересек все-таки границу Японии. Ну, в общем, там, ну, это не первая попытка его попасть в Японию, он же разными путями, там, ну, такой своеобразный человек, там, больной на голову. Да, ну, каждый развлекается там по-разному, да. Ну, прославился. Вот. Дальше. Приехали на остров Шекотан. Маленький остров, в длину всего лишь 27 километров, в ширину тоже там от 6 до 12 километров. Я все думаю, у меня получалось, что стыковка с паромами, и мне нужно было находиться 5 дней на Шекотане. Думаю, что я там буду делать 5 дней? Это малюсенький остров, дорог нет, ничего нету, да? Там 2 поселка портовых, 2 порта, между которыми они соединены гравийной дорогой длиной 9 километров. Все, больше там дорог нет. Да? И когда меня в порту, вот в этом Малокурильском, выгружали, конечно, я там был как этот Юрий Гагарин, который реально на второй день, вот, я вам говорю, весь остров знал, что к ним приехал там какой-нибудь путешественник из Москвы на таком мотоцикле, огромном, большом, там вообще это что-то, все, это как деревня, вот небольшая деревня, все, да, все друг друга знают, все там. Да, на третий день я уже со всеми здоровался, привет. Надо было там остаться. Да. Тебя бы носили уже как в этого племени. Оставайся, мальчик, с нами. Да, можно так. Да. Ну, я там тоже первый же день поехал, ну, чтобы понять, где я что-то нахожусь, по этим дорожкам. И пока да, далеко не уедешь, стою, думаю, что ж мне делать тут 5 дней-то, господи. Остановился там, смотрю в навигаторе, куда бы еще съездить. И останавливается машина, выходит из нее парень молодой такой, ничего себе, гусь! Там Ира, там, смотри, это гусь. Ну, да, какая-то жена там за рулем, он выбежал, там, ничего себе, как, а здесь, туда-сюда, такой удивленный. Я говорю, да, вот, ну, приехал там. У меня тоже есть мотоцикл, какой-то маленький, там, Honda, там, 250-кубовая. Я говорю, тоже мотоциклист, я тут езжу. Я говорю, о, здорово. Я говорю, давай завтра ты мне покажешь остров. Он говорит, я дежурю там, ну, в войсковой части, там, пограничники. Я говорю, ну что ты дежуришь? Ну, скажи командиру, давай мне телефон, я сейчас ему позвоню, скажу, ну, блин, да, приехал человек там. Ну, короче, он такой заморочился, так классно, ну, отпросился, на 2 дня отпросился. И он мне 2 дня показал весь остров. Это было вообще очень круто. Оказалось, что очень классно, что у меня было эти 5 дней, ну, там 4 полных дня получилось. И есть что посмотреть на этом острове. Да, дороги, конечно, сложные.
дороги непростые, но это там береговая охрана. И на Кунашире, и на Шикотане стоят наши части, пограничники стоят. И вот такие вот танки. Да, это наши танки. ИС-2, ИС-3. После войны, когда мы к себе забрали все эти Курилы, Сахалин, нужно было, конечно, укрепить оборону, границу. И на береговой линии поставили такие опорные пункты, рубежи обороны. Танки, оставшиеся с войны наши, там, вот и тяжелые, ИС-2, ИС-3, их разместили как раз, вот видео, но видео не пойдет, да. Пошло уже, да? Ну-ка, сейчас. Сейчас, секундочку. Нет. Да. К сожалению, да. Какое-то время, может быть, сейчас она загрузится. Ну, сейчас еще раз, ладно. Там двойной так делать. Мне много интересного видео. Я сейчас фильм делаю про путешествие на Сахалин и Курильские острова. Первая серия готова, но я пока не буду запускать, наверное, сделаем вторую, третью. Там вот, Сахалин, Курил, Кунашир, Шикотан. Там будет, конечно, интересно посмотреть. Я много снимал. Вот эта съемка. Блин, ладно, давайте тогда, раз она не работает. Вот, ой. Хотел бы рассказать первую достопримечательность, которую в этот первый же день сам поехал. Это танки. Рубеж обороны. Представляете, сопки высокие. Здесь Охотское море, вот тут Япония недалеко. И 12 танков. Они стоят, под ними окопы, соединены между собой окопами, блиндажами. То есть там службу несли буквально до 2000-х годов. Еще ребята есть, даже мне писали, которые там служили в этой части. Вот, и, ну, потом все это, конечно, часть сократили, она стала, ну, как бы не нужна, но танки все остались. Весь остров, там много, по острову едешь, по периметру, там танк стоит, там где-то башня просто, снятая башня, бетонное основание, как бы, как дзот, и сверху вот эта башня. Да, как орудие. Ну, там служили уже не танкисты, а артиллеристы. Это артиллерийские части были, да. Ну, танки как орудие, да, они уже прикованы были. Можно залезть, никому ничего не нужно. Ну, внутри, понятно, там повыдирали все. Ну, корпуса остались. Все, гусеницы, все достаточно интересно. Вот. Дальше. Ну, цель, можно сказать, крайняя цель поездки, это был мыс Край Света. Он так называется, Край Света, реально на карте. Это западная оконечность острова Шикотан. Все, дальше только океан, да, больше. Восточная, да, восточная часть. Вот. И мыс Краб, то есть по ходу ехали, здесь стоит японский маяк, похож на маяк на Сахалине и построен в это же время по одному проекту, один тип, но он действующий еще. Хотя тоже в таком же состоянии там убогом, но там есть смотритель, он меняется, его зажигает, он еще работает. Многие красивые пейзажи, конечно, просто сумасшедшие, нереально. Вот эти, весь остров в таких бухтах, изрезанных скалах. Вот это смотритель маяка. Мы заехали, такой дедушка, он как раз варил раков. Там у него такая бадья железная, не раков этих, господи, крабов, да. Вот эти, бурлит, все кипит, мы подъезжаем, как раз вовремя подъехали. Ну, ребят, давай там туда-сюда. Ну, угостил нас этими крабами. Это колючий краб, это не камчатский, маленький. Ну, они разные. Камчатский побольше. Вот. Указатели стоят. Дорог нету, но указатели стоят. Да. Вот это мыс Край Света. По дорогам передвигаться непросто. Достаточно. Опять же, видео, но не идет. Это вот мы до самого мыса прям вот самому подъехать нельзя, потому что там скала, там даже карабкаться надо, веревка оттуда сброшена, то есть по веревке надо забираться. Ну, буквально там 300 метров. Вот он, мыс. Это я вот стою на оконечности. А вот он, мыс Край Света. Это как бы финиш путешествия. Ну, обалденное место. Вот знаете, там высота достаточно большая, тоже, наверное, метров 40.
скала отвесная, здесь океан, волны бьются, и сидишь, и вот дальше ничего нет. Еще одна штука. Вот это вообще, конечно, каждый день вот, путешествия по этому острову я вот чему-то удивлялся, и это было просто какие-то фантастические вот вещи. Местные привыкли к ним, но для нас это, конечно, фантастика. Кит, который лежит, вот это я сижу с товарищем, да, это он запустил, у него был квадрокоптер, он запустил его. Реальный кит. Длина его я замерил 19 метров. То есть огромный такой китяра. Его вынесло за неделю до этого, до моего приезда, был шторм. Просто кита вынесло на берег, а он умер под своим весом, он не мог оттуда выбраться, ну, вот так умер. И лежит, в общем-то, он такой еще свежий, нормальный, да. Ну, по-моему, это типа кашалота, я честно сказать, да, кашалот, да. Ну, здоровый, огромный. И вот такой лежит все, ты ходишь, там, пинаешь его ногами, говорит, блин, ну как, ну где еще такое можно? Вот он, это со стороны. Ну, в принципе, он никому не нужен, там, спасти его, он умер, да там не спасешь, там к нему подъехать-то невозможно. Ну, да, это местные жители. На Шикотане нету медведей, на Кунашире есть медведи, а на Шикотане нет. Очень много лис, их там вообще огромное количество, и они не пугливые. То есть вот кормили их, прямо от колбасу даешь, она подходит, вот чуть ли не из рук вытаскивает. И, ну как, не то что проблема, но есть небольшая проблема. Они, лисы, ходят по поселку. И вот мой товарищ говорит, я оставил как-то дверь открытым, она зашла, лиса, на кухню там, и как вот что-то украла, съела. То есть это так, нормально. Это вообще, ну вот кто дайвингом занимался, это недалеко от порта Малокурильская, есть такая бухта, забыл название, честно. Я один поехал, просто уже парень на третий день, он заступил на дежурство, и смотрю, лежит на берегу вот такое животное. Это рыба-луна. Рыба-луна, еще называется мола-мола. Очень редкая рыба. Я вот говорю, у меня порядка 750 погружений. Вот дайвингом занимался, но один раз только видел вот эту рыбу под водой. Это, опять же, в Тихом океане на Галапагосских островах. Очень редкая рыба, она плавает так вот боком, у нее ласт, она несуразная какая-то, такая, ну, круглая вот такая. Размер ее вот примерно где-то 2 метра вот здесь. Ну, 2 на метр 50, на метр 80. Такая большая. Тоже вынесла на берег, она вот лежит, и никому не нужно. То есть это все, да, люди вот реально ловят руками рыбу. Пришел косяк какой-то вот этой, не знаю, что там, иваси, там, сайра, что-то какая-то мелкая рыбешка. Просто косяк зашел в бухту, и люди руками, там, какой-то сетки, какие-то тазами, просто пошли ее, вот, ну, вот. Я подъезжаю, знаете, это все это вот в один день, вот это видишь, там, тут кит валяется, тут это рыба, а тут люди руками, там, бери лопатой, черпай. Удивительно, короче. Кстати, не сказал про Сахалин еще. Мы попали, как раз был нерест горбуши, и она шла на нерест. Тоже зрелище, конечно, фантастическое. Вот речки вот эти, они большие, не глубокие, там, ну, сантиметров 30 глубиной, шириной там 3 метра, 4-5 максимум. Можно пройти там в сапогах. И вот эта рыба идет, поднимается наверх на нерест. Ну, просто вот, можно по ней идти прям. И очень много дохлой она скатывается. Там же как получается, она раз в 2 года приходит туда, где она от нее родилась, 2 года проводит в океане, потом возвращается, нерестится и умирает. И скатывается уже дохлая. Вот, то есть живет горбуша 2 года. Но вот сейчас я был там 10 лет назад на Сахалине, конечно, браконьерство там было ужасное. То есть ей не давали в реку зайти, отнереститься, потому что она с икрой идет. Ее прям перегораживали эти речки сетями, вылавливали, спарывали брюхо, икру, рыбу просто выкидывали, ну она не нужна.
И, то есть, понимаете, какое варварство, что рыбе не давали даже отнереститься. То есть, ну, понятно, забирали, соответственно, ее стало очень мало. Сейчас с автоматами стоят, ребята, охрана с автоматами, СК, охраняют вот те места, где браконьеры могут подойти. Потому что речки текут там, ну, все равно умудряются где-то, но хотя бы что-то начали делать. Иначе, конечно, ужасно. Всё. Вот. Дороги Шикотана, вот такие вот дороги тоже веселые. После дождя размывает грязь, пробираться иногда, вот это бамбук, это вот, там, бамбуковые заросли, и через них продираешься. Ну, когда выходишь вот на такие места, это вообще очень красиво. Мне с погодой так средней, в общем-то, можно сказать, повезло. Там полтора дня был дождь, а остальное время солнечно. Вот, пожалуйста, вот идем по берегу, вот скелет тоже какой-то рыбины большой. Ну, может быть, маленький кит, я не знаю, может какая-нибудь, да, ну, для дельфина это очень большая. Да, это где-то метров, наверное, 6, вот так примерно, 7. А японцы? Может, касатка, а? Японцы-то есть вообще? Япон... Живут как-то? Японцы? Да. Не, в 45-м году все японцы, все. Остались корейцы. Корейцы, японцы завезли корейцев, они же воевали с Кореей, да, воевали с Кореей, и они, как военнопленных, их туда привезли, это до войны еще. И они там работали, устроили те железные дороги, там тоннели и прочее, прочее, прочее. После 45-го года все японцы до единого туда свалили, с этих островов, а корейцы остались, и они там ассимилировались и живут, и очень много там, ну, встречаешь таких вот ребят, девчат. Да. Все равно все Ивановы сейчас. Ну да, они все, да, абсолютно. Да, так что корейцев много. Здесь были поселки японские, ну, от них тоже почти ничего не осталось, рыболовецкие хозяйства. Единственное, откопали бутылку из-под пива с японскими иероглифами, я ее тоже привез домой. Вот, ну, интересно. Так. Ну, это, в общем-то, можно сказать, небольшие лайфхаки. Если кому-то интересно будет, кто-то соберется. Ну, я, в принципе, готов любого человека, кому это будет нужно. Звоните, пишите. Здесь есть наклеечки. Можете взять. Здесь мой сайт. На этом сайте подробный рассказ о путешествиях, о всех моих, в том числе и об этом, с видео. Если интересно, возьмите наклейки, найдите на сайт. Можете найти меня на Фейсбуке. Я обычно в режиме онлайн своих путешествий веду такие вот, ну, блог, рассказываю. Вот. Ну, такое вот. Можно сфотографировать и прям ко мне на страницу Facebook перейти.